Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за внимание к роликам, к видео и интервью. Сейчас со мной на связи замечательный военный эксперт, украинский военный эксперт Роман Цвитан. Роман, здравствуйте. Приветствую. Роман, начать наш разговор я хочу с такой необыкновенной новости. В разгар, собственно, боев за Бахмут, когда мы видим оттуда кадры там, окопов в центре города, боев фактически уже в самом городе, туда едет Владимир Зеленский. Сегодня эту информацию государственный канал Freedom опубликовал, канал Дом, подтвердил пресс-секретарь президента Никифоров. И у меня возникает, наверное, главный вопрос. Зачем так рисковать президенту? Ради чего этот риск? И, собственно, что сам факт этого визита говорит нам в контексте анализа происходящего на передовой? Это показывает то, что Бахмут является одним из ключевых точек, куда прилагаются в данный момент усилия, в принципе, с обоих сторон. И с российской стороны, и, естественно, с украинской стороны. Такой себе Верден. Но, тем не менее, поездка у такого ранга гостя на передовую нежелательна. Я говорю чисто с военной точки зрения. То есть это очень проблематично для войск, которые там находятся. Это очень проблематично для тех систем охраны, которые занимаются охраной и обороной, естественно, самого президента и его аппарата как такового. И то есть выезд на передовую, на дальность действия армейской артиллерии очень нежелателен с военной точки зрения. Потому для этого, скорее всего, для такого рода визита была очень серьезная причина. Но любая серьезная причина она может решаться не на передовой. То есть когда такого рода чины, а он туда поехал не как политик, он туда, я так понимаю, поехал как верховный главнокомандующий. Такого рода чины, когда выезжают на передовую, значит, это очень большая проблема. И эту проблема с самым выездом. И, значит, причина должна быть намного больше, чем эта проблема с выездом такого рода чинов. Сейчас я не вижу никаких больших проблем у Бахмута. Усиление есть, войска есть. Бахмут – это кирпичик в общей системе обороны, линейной практически от Угледара до Лисичанска. То есть с точки зрения военной проблем там нет, а вот выезд, очень большой вопрос у меня как военного вызывает такого рода выдвижение начальников, будем говорить. Но это, может быть, еще играет роль своя старая школа, когда начальник приезжает, это большая проблема для тех, кто его встречает. Наверное, это будет подано в каком-то информационном контексте, в информационной волне, в медиа-волне, может быть, для того, чтобы перебить какие-то информационные посылы, которые идут от наших врагов. То есть выезд министра обороны, вылет на голубом вертолете в Крым того же Шойгу, может быть, прилет того же Путина в Минск. То есть, скорее всего, есть еще такие войны информационные. Здесь они также влияют на принятие решения. Но, еще раз повторюсь, с военной точки зрения такие выезды нежелательны. Да, это очень интересно. Я понимаю, что задавая этот вопрос, я, скажем так, вряд ли могу получить ответ, потому что никто не знает, что это за веская причина посещать Бахмут, и то, чем сейчас я предлагаю заняться, это все равно отчасти фантазия, хоть и опирается на определенный анализ ситуации, который вот этот анализ проводите вы ежедневно. Но, Роман, мне почему-то кажется, что об истинных причинах визита в Бахмут президента Зеленского нам, по сути-то, и не расскажут. И многие уже проводят параллели с визитом в Лисичанск Владимира Зеленского во время того, как героически отбивались вооруженные силы Украины, но позже должны были отойти.
Здесь сразу всплывают вот эти там утки, забрасывающиеся по разным телеграм-каналам, что Залужный предлагает Зеленскому отойти, Зеленский упирается, а это, получается, поехал посмотреть, как все на самом деле. Что происходит и что вы думаете на этот счет? Ну, я не знаю, что предлагает Залужный Зеленскому в определенных действиях, но можно просто, исходя из карты боев, из карты местности, на которой располагается фронт, с уверенностью говорить о том, что Бахмут нет никакой военной необходимости оставлять. Это не Лисичанск. Даже не так. Тогда, когда президент приезжал в Лисичанск, тогда вопрос стоял об выходе из Северодонецка. Не из Лисичанска, а из Северодонецка. То есть тогда действительно было принято решение о выходе наших войск с Северодонецка и, естественно, и Северодонецка, и Лисичанска одновременно, так как удерживать тот регион было довольно-таки проблематично. Опять выезд в то время президента также не нужен был в районе Лисичанска для того, чтобы принять какого-то рода решение, потому что не увидит верховный главнокомандующий реальной картины боя, от слова совсем не увидит. Если он хочет ее знать, ему ее покажут на карте, если он может карту читать. А если карту читать человек не может, то ему хоть показывают, хоть не показывают, все равно уже ничего не воспримет. Потому такого рода выезды, я же говорю, нежелательные в чистом виде. Но вот если с военной точки зрения оставлять, допустим, Бахмут нет никакой военной необходимости. А с другой стороны, наоборот, это кирпичик в общей линии фронта. Тут даже есть определенная проблема, если мы по какой-то причине выйдем, допустим, из Бахмута и укрепимся чуть западнее на том же водоводе или дойдем и упремся в Славянск и Краматорск, выпадет, получается, этот кирпичик из общей системы фронта, и возникнут определенные угрозы для флангов Бахмута, то есть для, естественно, Солидара и Константиновки, Дружковки. Потому однозначно с Бахмута нет смысла выходить. То есть очень много причин, по которым не нужно выходить с военной точки зрения, и нет никакой сейчас на данный момент большой проблемы для того, чтобы его оставлять. Как бы россияне в Бахмут не стремились, как бы они его не пытались взять, Бахмут сам по себе очень хороший укрепрайон, тем более как раз этим укрепрайоном сейчас его делают россияне. Своей армейской артиллерией, разрушая город, они создают новые укрепзоны. То есть любая десятиэтажка, если она развалена, это 2 метра железобетона, за который очень хорошо укрываться любым обороняющимся частям. Потому как раз нет, вот именно с военной точки зрения, нет никакого смысла его оставлять. Потому вопрос по поводу приезда президента в Бахмут. Я не думаю, к кому обратился. Как раз это может быть обратно. Вот в обратную я могу поверить. То есть это может быть политик принимает решение как-то уменьшить определенную информационную составляющую, или может где-то они там передоговорились, потому что слово «договоры» уже от него всех, наверное, трясет. Где-то на какой-нибудь зерновой площадке проговорили этот Бахмут, и это Зеленский может того же Залужного подпрессовывать его, оставить по каким-то причинам, по политическим моментам, а не наоборот. Угу, очень интересно. Зеленский мог что-то привезти военным в Бахмут? Конечно, точно любая такого рода движение обязательно с собой несет очень хорошее вооружение. Ставить это точно, или вооружение, или какие-то сопутствующие моменты. Но то, что Зеленский мог привести в тот же Бахмут что-то новенькое, из новых поставок, или увеличить какие-то те необходимые поставки военные, которые нужны нашим ребятам в Бахмуте, это, конечно, и это всегда делается. Я думаю, мы об этом узнаем, то есть это будет подсвечено. Роман, последний вопрос по этому внезапному визиту. Мы как бы не планировали именно о нем говорить так подробно, но тем не менее, скажите,
не показывает ли это, ну, скажем так, эта ситуация, ну, какое-то странное, но очень такое интересное для многих правило, которое как бы негласное, но очень отчетливо видно, что россияне по президенту Зеленскому не стреляют. Или россияне просто настолько, ну, скажем так, растеряли любую там разведку, любые данные, что не стреляют, потому что не знают, где находится президент. Это же целая череда визитов. Изюм, Херсон. Но это были города, которые, скажем так, куда заходили вооруженные силы Украины, освобождали вооруженные силы Украины, и потом приезжал президент. А сейчас это, ну, город, фактически самое пекло. То служба, которая занимается охраной и обороной высших чинов государства, она работает по определенным программам, есть определенные механизмы, которые не допускают того, что кто-то из противников будет знать, где будет находиться президент в ближайшее определенное время. То есть в зависимости от тех протоколов, которые есть у этих служб, несколько часов, день, неделя, то есть в зависимости от задач скрывается такого рода движение. И то, что, допустим, такого рода чин находится в радиусе поражения армейской арты или какой-то другой арты, это точно россияне об этом не знали. То есть то, что такого рода чин был в этот момент там. Если бы хотя бы какая-то была возможность о том, что они могли знать об этом, его просто бы не туда не выпустили. То есть не был бы выполнен это движение. Мы, допустим, не знаем, сколько раз такого рода выезд срывался как раз по этой причине. То есть если уже президент или чин такого уровня выезжает в точку поражения, где он может быть поражен, то это значит почти 100% гарантия того, что не будет нанесено никакого поражения. Причем многие силы в этом участвуют. Перед этим, допустим, могли, это я просто говорю, допустим, перед этим могли наши силы отработать по складам, по логистическим цепочкам, могли уничтожить батареи, которые могли достать, допустим, точку. То есть это целый комплекс мероприятий, которые выполняются при выдвижении такого рода чинов. Это, кстати, как раз я об этом и говорю, когда говорил, что очень нежелательное такого рода выдвижение, потому что как раз зачистка местности и подготовка к выдвижению такого уровня людей приводит к перенапряжению сил определенных на той же линии фронта. То есть для этого готовится целый процесс. Потому россияне не стреляют по Зеленскому, потому что они просто не знают, раз, и не могут, два. Это минимум. А дальше уже могут быть просто инсинуации, связанные с подтасовкой фактов. Ну, не подтасовкой, а просто с неправильным подачей как такового фактажа. То есть, еще раз повторюсь, президент приезжает туда, куда нельзя будет, не то, что не могут, нельзя будет выполнить определенных действий по его уничтожению, иначе он просто туда не попадет. Да, это очень важные акценты, которые мы расставили вокруг вот этого внезапного визита, но давайте перенесемся в визит ожидаемый. И такое ощущение складывалось, что все вокруг знали, что будет в Минске, потому что обговаривать его начали дня за 3 до самого визита в Минск Путина. И масса комментаторов, масса разных, скажем так, уже аналитических взглядов или псевдоаналитических взглядов на то, что дает Путину и Лукашенко вот эта встреча, о чем было на самом деле. Институт изучения войны вот прямо пишет: не удалось склонить Лукашенко Путину. Арестович говорил, что и склонять, собственно, никто ничего не собирался. Имеется в виду Лукашенко и Беларусь. Но, извините, Наев, человек, отвечающий за оборону Украины с севера как раз-таки, говорит, что угроза растет. И говорит это прямо, говорит четко, что есть
предпосылки и сил на белорусском направлении достаточно, чтобы совершать тактические действия и, конечно же, выявлять цели в Киевской области, ну и, понятно, Полесье, Волынь. Какой ваш взгляд на происходящее условно, если брать очень условно? Вот две группы экспертов, две группы аналитиков. Одна говорит, что не произошло ничего, ничего не получилось. Или слушать Наева, который говорит, что все идет к тому, что угроза будет только нарастать и в конце концов прорвет. Что думаете? Генерал-лейтенанта Сергея Наева знаю с 2014 года лично, занимались с ним оборонной, охраной и некоторыми вопросами, связанными с Донецким фронтом в 2014, 2015, 2016 годах. Потому здесь больше, конечно, ему доверяю, так как это профессионал, это специалист своего дела, то есть это реальный военный, который разбирается, по крайней мере, в военных предпосылках и возможности выполнения каких-то действий. Действительно, он сейчас подтверждает увеличение определенной военной активности в районе Белоруссии, но, опять же, он также говорит, что на данный момент нет никаких предпосылок для выполнения масштабных операций. Любая предпосылка – это определенное количество войск, которое собрано в каком-то месте для выполнения боевой задачи, и войск приданные силы и средства для этой задачи. Даже наличие, допустим, там 100 тысяч человек в районе Белоруссии без боезапаса, как минимум месячного, не говорит о том, что эти 100 тысяч будут выполнять боевую задачу. Это чисто для примера говорю. То есть и таких нюансов очень много. По этим нюансам можно вычислить, готовится противник выполнять боевую задачу, не готовится опять, может готовиться, но не может. Или если готовится и может, то через какое примерно время может выполнить такую боевую задачу. Но надо понимать, генералы всегда, если они что-то озвучивают, они озвучивают самый худший, самый пессимистический сценарий. Для чего? Для того, чтобы к нему быть готовым. Потому Сергей Наев, естественно, озвучивая такого рода сценарий, он показывает самое худшее, что может произойти. На данный момент может действительно произойти какая-нибудь оперативно-тактическая операция со стороны российско-белорусских войск. Там есть около 10 тысяч россиян, около 15 тысяч белорусов. Для выполнения, допустим, какой-нибудь провокации на территории, вернее, на границе, это достаточное количество войск. Они могут создать какую-то провокацию на границе. Не прорваться на Киев или не прорваться, допустим, в Чернигов, а создать какую-нибудь боевую операцию в районе тысячекилометровой границы между Украиной и Белоруссией. И не более того. То есть на данный момент реальных больших проблем для сухопутных войск и для сухопутных операций по нашей территории абсолютно нет никаких. Подготовиться к такой операции россияне в принципе могут, если первое соберут около как минимум 100 тысяч личного состава. Это может быть и белорусы, и россияне, в зависимости от тех задач. Эти 100 тысяч человек должны быть укомплектованы определенными средствами и боезапасом для выполнения боевой задачи. Это очень много техники. Это неимоверное количество эшелонов с боевой техникой, боеприпасами и со всей войсковой амуницией. Это такое движение, тем более даже если, допустим, было принято сегодня или вчера на совещании, вот со вчерашнего дня, то эта группировка может быть собрана не раньше, чем конец февраля, начало марта следующего года. Это если не с сегодняшнего дня начнут это движение. Так вот, пока этого движения не видно. То есть и не видно пока команд, потому что наша разведка работает, она тоже прекрасно понимает. И есть разведданные, пока, по крайней мере, такой команды нет. Потому говорить о масштабном наступлении со стороны Белоруссии на Украину точно в ближайшие 2 месяца как минимум не приходится. Но это не говорит о том, что этого не может быть. То есть мы это увидим, как только они начнут готовиться к такого рода действиям. Что опасно сейчас? А вот здесь Сергей Наев четко показывает,
То, что у Беларуси сейчас находится А-50, это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, целеуказания, сопровождения. Это самолет, который летающий локатор практически с пунктом управления, который может видеть на глубину до 600 километров с той точки, где он находится. То есть на глубину 600 километров от границы Беларуси он может просматривать воздушное пространство и некоторые наземные цели радиоконтрастные, которые он может передавать как цели для самолетов ракетоносцев. Допустим, если параллельно мы видим, как с этим самолетом уже взлетают и МиГ-31К. То есть можно говорить и, кстати, Су-35, то есть истребители, которые также могут нести определенные средства поражения. То есть, скорее всего, происходит сейчас боевое слаживание, так называемое уже воздушное, которое может быть предвестником выполнения определенных боевых задач с участием уже тех же МиГ-31К, то есть с кинжалами на борту, и разворачивание «Искандеров», которые вчера анонсировал как минимум Лукашенко, значит, говорит о том, что также могут определяться определенные цели для аэробаллистических кинжалов и для баллистических «Искандеров». Это возможно, и именно об этом предупреждает НАЭК. То есть здесь, если раскладывать по временной шкале начало и конец каких-то действий, то вот они примерно вот такие. Чуть ли не завтра может начаться атака, исходя из технических возможностей, атака с воздуха, и не меньше, чем через 2 месяца, может быть начаться атака с севера Беларуси. На север. Да. Роман, а скажите, пожалуйста, что происходит с Херсоном? И, собственно, вот эти прогнозы, что, уходя из Херсона, в будущем российская армия не оставит там камня на камне, они подтверждаются. Потому что уничтожаются целые здания административные, прокуратуры, там местный горсовет. Сегодня опять пожар, опять обстрел. В чем задача? И связано ли это с вот этим, таким откровением, что ли, одного из представителей молдавских спецслужб, что в следующем году россияне готовятся захватить Молдову. Потом, правда, это все как-то скорректировали, что там попытаются воссоединиться с Приднестровьем, но от этого-то Украине не легче, от этой коррекции. Зачем тогда было отступать из Херсона, чтобы опять наступать и идти в сторону Приднестровья? Какая-то странная чехарда и обстановка на местности. В Приднестровье находится в Кабасной очень большой склад вооружений, который сейчас катастрофически не хватает российской армии. Это очень большой склад, самый большой, куда свозились в свое время после выхода из стран Варшавского договора. Западная группа войск вывозила, оставляла и в Кабасной в том числе, в Украине, в Белоруссии оставляла те боеприпасы, которые были приготовлены для борьбы с предполагаемым НАТО на тот момент. Потому с военной точки зрения выход на Кабасную российских войск в принципе возможен в смысле планирования, но не в смысле выполнения. Дело в том, что если бы они реально планировали, не технически планировали, как Генштаб рисует, в Генштабе российской армии сейчас лежат планы по захвату Вашингтона и Нью-Йорка. Они должны это делать, потому что это военный штаб. А реальные действия говорят россиян о том, что они уже оставили попытку движения в сторону Одессы, в сторону Приднестровья. Если бы хотя бы малейшая оставалась у них возможность выполнить в ближайшие 5-10 лет такого рода движения, они бы оставили обязательно на правом берегу, в районе либо Херсона, либо в районе Новой Каховки по правому берегу, оставили гарнизон или плацдарм. Так как выполнить еще раз, выполнить с левого восточного на западный правый берег россияне переброску войск, это нереально практически в данных сложившихся условиях. Потому я не думаю, что и в ближайшее время, и уже в реальных планах у россиян есть план выхода на Приднестровье по югу нашей страны, то есть форсировать Днепр с низкого левого берега на высокий правый, это просто нереально.
Ну а Херсон будут и дальше уничтожать. Вопрос по Херсону, не только по Херсону. Здесь не дело в Херсоне как таковом, а дело в любом прифронтовом городе, который находится на дальности действия армейской артиллерии. То есть это дальность до 30 километров минимум. Потому все, что находится вдоль линии фронта плюс-минус 30 километров, оно подвержено ударам армейской артиллерии. И оптимальный вариант для мест, для властей, либо для оккупационных властей, либо для наших властей, уже военно-гражданских администраций, людей вывозить из этой 30-километровой зоны. Армейская арта, особенно российская арта, она не работает точечно, она работает площадно. То есть, исходя из тактико-технических данных артиллерии российской, старой советской, они не могут попасть одним снарядом в одну цель, в предполагаемую цель. Они обязательно накрывают площадью, так как разнос снаряда такой, то есть грубо круговое вероятное отклонение любого снаряда арты российской, советской не позволяет накрыть цель, только площадь. А раз площадь, значит, это очень большие разрушения. А разрушения приводят к человеческим жертвам. Потому 30-километровая зона опасная вдоль линии фронта. И просто в нее попал. Об опасной зоне в Белгородской области, туда очередной день прилетает. Там сегодня Шебекинский район. Раньше и сам Белгород, собственно, и там птицефабрика. И это все как бы каждый день новый обстрел Белгородской области Российской Федерации. Местный губернатор заявляет, что не существует, не работает система оповещения, соответственно, там эти прилеты опаснее для мирного населения. Но у меня вопрос, работает ли, если система оповещения так себе налажена, то что там с ПВО? Дело в том, что тот же Шебекинский район, Белгородская область, часть те же Валуйки, они также расположены в определенной зоне работы армейской артиллерии. То есть сейчас граница в том районе, граница Украины и России является линией фронта как таковой. Потому, естественно, работать будут армейская арта в режиме контрбатарейной борьбы. Работает независимо от границ как таковых, потому что уничтожаются определенные цели, военные цели, и они все равно где они находятся, особенно в прифронтовой зоне, коим является сейчас та же Белгородская область, практически вся, вдоль границы и с Херсонской областью, с Харьковской областью и частью Луганской области. Потому будут, естественно, работать наша контрбатарейка, никто ее не остановит, никто не будет принимать просто так на себя мины и снаряды, которые летят со стороны России, их будут уничтожать. И особенно район Белгорода, это за Белгородом в сторону на восток, за Белгородом там стоят дивизионы С-300. Это как раз те ракеты, которые сейчас россияне используют по Харькову. Это страшная ракета для мирного населения. Это шрапнель, которая должна, в принципе, сбивать самолет в воздухе, а ее используют по наземным целям. Но для того, чтобы работала сама система, включается радар этой системы. Радар, он должен подсветить цель на земле, то есть его или поднимают, или сам радар чуть выше ставят, или опускают луч радара для того, чтобы радиоконтрастные цели он видел, по крайней мере, наземные. Дальше идет пуск ракет, и они уже идут на цель на земле примерно так же само, как и шла бы ракета по самолету в воздух или по ракете. Потому оптимальный вариант уничтожения такого рода ракет, их перехватить практически невозможно, а вот уничтожить радар и пусковую установку и станцию возможно. Потому работают, естественно, наши силы поражения, работают по этим пусковым установкам. Это если прямое воздействие, но есть еще косвенное воздействие по Белгороду. Дело в том, что часть ракет С-300, им уже по лет 40-50, их часть просто не штатное срабатывание идет постоянно. То есть мы их видим в районе Токмака разбросанными по полям. То есть это те ракеты, которые выходят из тубусов, но они срабатывают и дальше просто падают
иногда падают взрываясь. Потому часть ракет такого рода, которые уходят из-под Белгорода через Белгород на Харьков, они просто падают на сам Белгород. Я бы хотел, чтобы вы еще техническую часть пояснили работы шахедов, ланцетов Российской Федерации, которые применяются в контексте вычисления наших, да, систем ПВО и непосредственных там, наших возможностей то ли обнаружения ударов, то ли предотвращения этих ударов. Есть там уже несколько, скажем так, примеров этому, что сначала там используется шахед или там ланцет, сначала идет такая воздушная цель, потом, скажем так, радары засекаются, и туда, собственно, идет, скажем, поражение противника. Роман, насколько эффективно вот применяют подобную тактику россияне, и они заметно выросли в этом направлении, в направлении обнаружения наших систем ПВО? Тактику россияне постоянно меняют, они подстраиваются и под нашу тактику, мы ее также меняем. То здесь идет своеобразная игра. Игра по-взрослому, так сказать. Потому мы постоянно видим новые, как мы применяем новые методы обнаружения, сопровождения, уничтожения, так и россияне, естественно, подстраиваясь под эти методы, применяют свои. Есть и такой, в том числе, метод, как вы сейчас описали, движение сначала шахедов, по которым начинают включаться наши системы, наши локаторы, по крайней мере, переходят из пассивного в активный режим. Естественно, локатор, включаясь, переходя в активный режим, начинает излучать, работая по шахеду, а в это время, допустим, по самому локатору россияне могут работать ракетой Х-31П. Это противорадиолокационная ракета, антирадарная так называемая, примерно такая же, как и ХАРМ, которым мы работаем по российским локаторам. Наша просто дальше бьет. Российская около 100-110 километров, это старая советская, а ХАРМы под 150 километров дальность действия. Потому такая тактика применяется россиянами, она иногда применялась. И когда мы видим ракеты в отчете нашего Генштаба, которые ракеты номер Х-31П, это как раз вот эта противорадиолокационная ракета, которая работает по нашим включенным в активный режим радарам. Используются и в том числе шахеды используются для выполнения чисто режима включения. Мы просто перешли с пассивного режима в активный, то есть включили радарное излучение. В такой же самой задаче иногда справляется ракета Х-55, старая советская ракета, ядерная, у которой не ядерную головку, естественно, вставляют, а болванку по тому же весу, чтобы центровку не сбить. То есть она идет также для подсветки наших, для того, чтобы мы включили локаторы и подсветили их. А дальше идет уже, естественно, удар противорадиолокационными ракетами в том числе. Хотя тактика, она каждый раз меняется. То есть здесь граней очень много той тактики, которую могут применять россияне, естественно, той тактики, которую мы применяем для того, чтобы уйти от определенного вида ударов. Либо работают у нас одни системы в том же пассиве, могут работать другие системы. У нас есть системы и визуального контакта, есть, то есть без активного радиационного. То есть очень много тактик, которые надо применять и применяются для борьбы с летающими целями. Это поэтому чуть ли не до скандала дошло, вот позавчера, кажется, да, ночью поздно, когда шахеды полетели на юге, а сирену включили только когда уже были поражения. Сама тревога включается не тогда, когда включаются радары, не из-за этого. Тревога включается чуть по-другому. Как только обнаруживается первый летательный аппарат, включается тревога по предположительному маршруту движения этого аппарата. То есть здесь не связано с включением локаторов как таковых. Особенно то, что касается шахедов, так как шахеды не всегда локаторы и обнаруживают. Шахеды, они идут в основном на высотах меньше луча локатора. То есть шахеды обнаруживают наши
определенные системы. Кстати, вот как раз одни из тех, о которых я говорил, и инфракрасные, визуальные, и есть уже и звуковые в том числе. Ну и определенная сеть уже можно в сети пунктов обнаружения, пунктов наблюдения. Потому именно вот здесь есть момент. Но если шахеды пошли и их увидели, их любой из этих точек, любой из этих пунктов будет подан сигнал тревоги. Значит, шахедов не увидели. Шли по какому-то маршруту, по которому в данный момент, может быть, сеть не сработает. Роман, я не могу, собственно, не ретранслировать обывательские вопросы из комментариев. И, собственно, там даже сейчас, находясь там без электричества, слыша, например, там Кличко, который говорит об проблемах с электричеством в Киеве, ну не только с электричеством, и с теплом, и с водой, слыша, например, там в Киевской области там, другого руководителя областного, который говорит, что по состоянию на тот момент, когда мы с вами говорим, 80% области без электричества и большие проблемы в разных районах. В чем суть обывательского вопроса? Роман, так если мы все сбиваем и попаданий нет, свет пропадает, почему? Во-первых, мы не все сбиваем. Если бы мы все сбивали, естественно, свет не пропадал. Проходят, если мы даже у нас грубо 75% коэффициент поражения летательных аппаратов, то есть это минимум, то как минимум 25% их проходит. То есть грубо из 100 ракет 25 проходит. И последнее время уже видно, что в районе половины ракет и шахедов и ракет нацелены на Киев и Киевскую область. То есть задача россиян себе поставили потушить Киевскую область. А поражение даже одной ракеты, которая заходит, допустим, на какую-то или подстанцию, или станцию, они накапливаются. То есть очень быстро заменить трансформаторы или систему управления невозможно. Для этого надо время. Происходит определенное переподключение с уменьшением мощности, может быть, даже с потерей в некоторых случаях частоты, невыдерживания частоты. Естественно, из-за этого ложатся все остальные, каскадно ложатся все остальные системы управления. Потому идет накопление вот таких ошибок. Потому иногда, если в начале сотня ракет проходила, выполняла определенную задачу, допустим, мы их все пропустили, и эту выполненную задачу можно было бы отнивелировать за определенное время, то сейчас даже может удар одного шахеда привести из-за накопленных ошибок, из-за накопленных проблем, может привести к какой-то большей даже проблеме, чем она была при проходе сотни ракет. То есть идет просто накопление ошибки, накопление проблем как таковых. Это как раз вопрос к общей системе уже экономики страны. Дело в том, что энергетика, она не может быть в частных руках. Сейчас это уже не надо всем доказывать, и так все понятно. То есть, как только государство начало продавать и переводить в частные руки систему энергоснабжения, государство утратило, во-первых, контроль за оборонной составляющей энергетики, то есть утратило практически контроль и за использованием сетей, использованием напряжения, использованием мощностей. И самое главное, госрезерв. Уже нет в госрезерве у нас того количества трансформаторов, которое должно было бы быть, если бы все сети были в государственной собственности. То есть здесь проблема такая двоякая. С одной стороны, это проблема того, что энергетика в частных руках, ее надо просто забирать в гос, обратно возвращать и больше никогда в жизни не переводить энергетические вещи, то есть такого уровня генерацию в частные руки. То есть забыть за это и потрубывать руки по самые гланды, кто вообще протянет руку к энергетике, потому что сейчас все прекрасно понимают, что такое энергетика. Энергетика это одна из, наверное, единственная составляющая безопасности страны, вот в этом смысле, если смотреть со стороны экономики, со стороны жизнеобеспечения.
потому что без энергии ничего не работает. Ни воды нет, естественно, ни света, ни воды, ни тепла, потому нельзя ни в коем случае передавать. Потому здесь вот ответ он такой емкий, комплексный. Роман, у меня сейчас очень два непростых вопроса. Вопрос первый. Но я думаю, что вот вы все-таки сможете взвешенно ответить и какую-то здравую экспертную позицию по нему высказать. Верховная Рада принимает ужесточение дисциплины, да, в рядах вооруженных сил Украины. Оставление позиций комментирует и главком Залужный, поддерживает Верховную Раду. На сайте президента 32 тысячи, это по состоянию на вчера, собственно, подписей, чтобы вето наложить на эти ужесточения. О чем речь? Допустим, какой-то отряд оставляет позиции, отходит назад, его там штрафуют на 10% выплат боевых, мол, несправедливо, потому что это ведет к еще большим потерям и осложнениям ситуации. И вроде бы как и Залужного можно понять, и действительно дисциплина это хорошо, кнут своеобразный. Пряник замминистра обороны Анна Малер выписала в следующем году, плюс 37%, будут получать военное больше. И все вроде бы правильно, но как это ложится в философию того, и чем, собственно, выгодно отличается военный и солдат вооруженных сил Украины вот этой философии инициативы снизу, что приказ генерируется не по вертикали сверху вниз и должен исполняться там любой ценой, а все-таки есть какой-то маневр творчества военного непосредственно на земле. Прокомментируйте эту ситуацию и почему Залужный однозначно высказался за. Как всегда, военный берет самую худшую ситуацию, мы об этом уже говорили, то есть выбирает самый пессимистический сценарий, естественно, и отрабатывает именно по нему. Потому в самом худшем исполнении, не исполнение, а в самой худшей причина и самый худший результат невыполнения приказа или, допустим, каких-то действий, он может привести к каким-то самым страшным последствиям, допустим. Именно исходя из этого действуют все военные, именно такой расчет производится и вычисляется определенный механизм, который может не допустить выхода на этот пессимистический сценарий. Потому один из механизмов это вот такого рода закон, потому военный-то как раз и будет за него, для того, так как у любого военного, у любого командира должны быть определенные рычаги управления и управления процессами. Еще раз повторюсь, это он берет самый невыгодный, самый пессимистический сценарий, и ему нужны рычаги управления. Но здесь опять чуть не так линейная проблема, как она кажется. Почему возникают такие проблемы, допустим, с составлениями каких-то или невыполнением приказов, или другими эксцессами в армии? Потому что у нас армия не профессиональная. Мы так и не создали профессиональную армию. Сама концепция профессиональной армии, контрактной армии и, допустим, добровольческой армии — это три разные концепции. Вот у нас сейчас выбрано, мы ушли от профессиональной армии, мы ушли, пытаемся, по крайней мере, перейти к контрактной армии сейчас и добираем сюда еще добровольческие, так сказать, формирования. Что такое добровольческие? Это просто простая мобилизация, это, можно сказать, люди, которые не профессионалы в определенном деле. Можно говорить и о добровольцах, потому что примерно это вот уровень именно такого уровня. Еще раз повторюсь, три концепции. Профессиональная — это когда в 17 лет я с 10 класса одел сапоги, поступил в летное училище, мне было 17 лет, и я служил и выполнял, то есть это была моя профессия военная. Я прекрасно понимал приказы, я понимаю, что такое выполнить, не выполнить. То есть для меня не нужно было в профессиональной армии дополнительные рычаги управления. Просто не нужно слово совсем. Потому что тогда человек, если он не выполняет определенные приказы, что нереально в профессиональной армии, так как туда идут для того, чтобы именно выполнять эти приказы, какие бы они ни были.
А есть контрактная армия. Контрактная, это, можно сказать, чуть профессиональная, но тем не менее все равно контракт. Год, 3, 5 лет, но это не профессия на всю жизнь. То есть это человек, который в данный момент зарабатывает деньги на каком-то ремесле. Неважно каком, хоть он летчик, хоть он пехотинец или сила спецопераций, неважно. То есть, но все равно весь смысл в зарабатывании денег на этом ремесле. Он может их зарабатывать, может не зарабатывать. Закончился контракт, он начал дальше дороги строить. То есть это другой подход. Ну и третий подход добровольческий. Так вот, если брать сейчас, что у нас есть, у нас вот такая сборная солянка. У нас сборная солянка профессионалов, в основном все отставники профессионалы. Почему? Потому что при переходе на контракт в основном теряются профессиональные определенные навыки, и перерывы между контрактами не очень сильно сказываются на профессиональную составляющую. То есть человек, если ушел на контракт, 3 года отконтрачил, потом по 3 года где-то в другом месте на гражданке поработал, потом его даже возвращать на контракт, он утрачивает свои профессиональные навыки. Военное дело такая же профессия, может быть даже самая сложная из всех профессий, которые можно придумать. Ей надо заниматься всю жизнь, всю свою сознательную, по крайней мере, жизнь, пока еще можно выполнять определенные задачи, тело может позволить выполнять эти задачи. Ну и добровольцы это вообще ребята удачи, будем так говорить. То есть это я со стороны профессионала говорю, да, то есть ни в коем случае не умаляя их достоинств, однозначно. То есть именно добровольческие подразделения иногда своей не совсем профессиональной готовности выполняли такие задачи, что и профессионалы не выполнят никогда, как раз понимая, что нельзя ее выполнить. И вот когда вот есть такая сборная солянка, то приходится по самому плохому выбирать самые непопулярные в данный момент рычаги управления всем процессом. То, что мы сейчас и видим, и с этим законом в том числе. Я немножко широко разложил это все, сжать практически невозможно. Но вот не совсем линейная, так сказать, реакция на такого рода действия наших военно-политического руководства по поводу этого закона. Да, очень интересно. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу такого взгляда на проблему. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео. И, конечно, жду всех в комментариях. Роман, завершить наш разговор я хочу вот на какой еще одной и достаточно непростой теме. Вот во Львове прошли протесты. Они, понятно, немногочисленные, мало подсвеченные в прессе, но это знаковые протесты. Протесты родственников людей, попавших в плен, которые там считаются без вести пропавшими, но люди понимают, то есть есть уже информация, что они в плену. Правда, вот сегодня, да, реагируя на там вчерашние протесты во Львове, есть уже встречи, какие-то там разговоры с руководством профильных, да, учреждений, занимающихся этим вопросом. Есть разъяснение, что тебя верифицировать может там исключительно как там военнопленного Красный Крест. Поэтому вот такие есть, ну, скажем так, неучтенки, что ли, да, в списках, которые получают родственники. Но проблемы это все равно не снимает. Странная как бы логика, но это логика все-таки страны во время войны. Это вот ситуация с вот этими пропавшими без вести. Как бы вы откомментировали недовольство людей? И вот мы с этим столкнулись, с этими историями, да, с вот этими протестами, где на самом западе страны, во Львове, вот на 10-м месяце войны, почти на 11-м. А говорят-то, война будет длинная. Сам занимался пленными в 2014 году, сам был в плену, меня вытаскивали, обменивали, и потом после плена также занимался обменом пленными. Неблагодарная работа, сразу вам скажу. Неблагодарная с точки зрения того, что все недовольны. То есть довольный только тот человек, который в данный момент его из плена достали, и определенное количество времени он приходит в себя.
Исходя из собственного опыта, скажу, и я же говорю, и занимался, и сам был, и занимался, и понимаю, где все здесь вопросы и проблемы могут возникнуть. Чем тише эта тема идет, ну, то есть, чем меньше протестов, чем меньше, дело не в протестах, даже дело не в самих протестах как таковых, а в информационном сопровождении. Чем меньше эта тема подсвечивается, тем она быстрее. Как только она начинает подсвечиваться в информационном поле, обмен останавливается. Останавливается по разным причинам, иногда не прямым, а косвенным каким-то, но которые все равно именно от подсветки политической, особенно самое страшное, это когда политики начинают заниматься обменом или как-то себя рисуют по обмену. Оптимальный вариант, когда обменом занимается какая-то спецслужба. Тогда это занималось СБУ, допустим, в начале 2014-2015 годах. Сейчас это занимается Главное управление разведки. Оптимальный вариант, конечно, это чтобы занималась разведчик. То есть у разведки есть определенные каналы, по которым идет коммуникация. В эти каналы не допускаются политики. Не только политики, то есть это закрытые каналы, куда не допускается вообще практически никто. И вот когда чем меньше даже об этих каналах знают, тем лучше. То есть каждый канал, он очень трудно настраивается и очень быстро рвется. Потому оптимальный вариант для людей, которые находятся в плену, не для людей, которые находятся во Львове, в Киеве или где-то вне плена, даже на войне, а именно для людей, которые находятся в плену. Оптимальный вариант — поменьше говорить вообще об этой теме. Не показывать самих пленных, не надо их показывать. Их должны увидеть наши, по крайней мере, средства, занимаются верификацией. Но они есть, они завязаны на международные организации. Самый оптимальный вариант, когда до пленного добирается любой представитель любой международной организации. Тогда он уже становится, то есть с ним уже ничего не произойдет. Уже под колпаком, и он по-любому когда-то будет обменен. Весь вопрос в обмене, опять же, разведка занимается военная. Потому я очень негативно отношусь, неважно по какой причине, поднимается какой-нибудь протест или вообще выносится какая-то причина в пространство. Но я очень негативно по своей, еще раз скажу, из своей уже практики, негативно отношусь к любой подсветке, выводу в информационное пространство вопроса обмена пленными. А вот надо было добиться единственного, того, чтобы пленными занимались разведка, и туда никто не лез. Вот кто бы не подходил к обмену пленными, надо руки отшибать. И тогда обмен будет происходить интенсивнее. И меньше будет стопоров, которые мешали бы этому процессу. Просто получается, что люди и родственники, которые протестуют и ищут своих, находят своих родных, а государство их не видит фактически, юридически, они, получается, мешают обмену пленными? Да, вот как бы это ни звучало странно, обмену пленными они мешают именно самой технической процедуре. Именно самой технической процедуре. Ее можно остановить, но ее очень сложно запустить. И вот когда едет, лучше бы ее не трогать никому. То есть она, если уже поехала, сейчас у нас хорошие обмены идут. 15, 35, 50 человек меняются, и хорошо, что об этом практически мало кто знает. То есть идет постоянная работа, она движется. А если помочь этой работе, в принципе, можно. Только выходить надо не на площади, а надо выходить, допустим, на ту же военную разведку. То есть искать механизмы выхода на учетные органы в военной разведке, которые занимаются обменом пленными. Причем самое интересное, чем тише это будет, тем будет лучше для самого пленного, который там, и для скорости. Да. То есть оптимальный вариант именно улицу, а находить механизмы выхода на разведку. Да, это понятно, что это не такой же протест, только под окнами Буданова, это другие варианты. Я благодарен вам, Роман, за ваше время и ваши мысли.
Друзья, берегите себя, всем желаем добра и света, увидимся обязательно. До скорого.